Всем привет! Зовут меня Султанов Руслан. Сегодня мы поговорим, как нельзя работать на телескопических погрузчиках. И возьмем, к примеру, JCB. И начнем мы с ковша. Не забываем, что JCB скомплектован зерновым ковшом. Значит, как его определить, да? Он идет 2,3 куба и 650 килограмм вес ковша. Он выполнен из тонкой стали. Это только сыпучие, легкие груза можно им грузить. Ни в коем случае нельзя с ним, значит, грузить землю, щебень, еще что-нибудь. Для этого есть специальный свой ковш, который идет 1 куб с зубьями, с лезвием, как вам в комплектации какой выберете. Вот. Это имейте в виду. Дальше. Ни в коем случае нельзя работать на телескопических погрузчиках с выдвинутой стрелой. Получается, чем мы больше выдвигаем стрелу, тем мы больше делаем рычаг на задний палец. Сейчас ближе подойдем, покажу. Пожалуйста, запомните такое. Все вот эти забор груза, подъем надо всегда начинать, когда у нас стрела собрана. Сейчас вот зима. Чистят снег, сюда, пожалуйста, вешайте отвалы, хоть поворотные, хоть какие. Работайте с собранной стрелой, и никаких проблем у вас не будет. Я вам говорил про задние втулки, да, они находятся вот здесь. Если мы выдвигаем стрелу, у нас стрела посередине находится цилиндр, который его поднимает. Вот, через него... Чем длиннее в эту сторону стрела, тем больше рычаг. И будет она давить, давать нагрузку на вот этот палец, на его втулки. Первое, что вы заметите, что вот этот родной срезной болт его срежет. Некоторые не знают про это, ставят другие болты или более каленые и дальше продолжают работать. Вот это как бы одна из первых ошибок механизатора. И, ребята, инженера, кто это тоже смотрит, запомните, на это внимание обращайте. Так вот, ребята, нельзя работать. Значит, погрузка с поворотом. Мы всегда должны грузить только прямо, набирать в ковш. И стрела должна быть собрана. Ни в коем случае с выдвинутой стрелой не работаем. Момент еще такой. Когда у нас идет погрузка, например, это кагат, зерна, свеклы, здесь КамАЗ. Всегда старайтесь ставить так, чтобы стоять так, чтобы вы находились под 45 градусов к кагату и КамАЗу. Тем самым у вас будет максимальная маневрируемость, значит, цикл работы будет очень низкий. Например, на хорошей комплектации JCB составит это 23 секунды. И вы сохраните свои, значит, крестовины, карданы, да, будет меньше поворот колес, оптимальный. Быстрая погрузка. Не забываем про это. Это основная ошибка. Значит, все нагрузки пойдут на задние втулки. Именно на одну сторону, когда мы грузим с поворотом. Так делать нельзя. И еще нельзя заезжать в кагат с разгоном и потом выдирать это все. Нет. Есть у него техника погрузки на всех телескопических погрузчиках. Значит, плавный подъезд, плавный набор ковша. Мы едем, набираем и поднимаем ковш. Это будет максимально полный ковш и без нагрузки на машину. Это очень важно. Ребят, смотрите, еще такая вот информация. Это задний цилиндр вспомогательный. Значит, у нас есть основной цилиндр, который, когда мы стрелу полностью опускаем вниз, вся нагрузка ложится на этот цилиндр. Если вы хотите продолжить движение, вы приподнимите чуть стрелу. У вас проблем с этим цилиндром вообще не будет. Значит, там РВД, ремкомплекты, ничего лететь не будет. Он работает долго. И вот эти втулки, пальцы тоже не будут изнашиваться. Это такая вот небольшая вам информация.
Забываем еще вот про переключатель трансмиссии. Да, сейчас у нас стоит в положении максимальная маневрируемость. С такой трансмиссией нельзя выезжать на перегоны. Это очень опасно. Небольшой, значит, поворот руля может просто вас скинуть с дороги на большой скорости. Пожалуйста, фиксированное положение, только передние колеса и в бой. Имеется в виду перегон. А это уже крабовый ход, мы сейчас про него отдельно расскажем. Вот смотрите. Что касается крабового хода, он нужен только для забора груза, когда он находится возле стены, да? Подъехал параллельно, забрал, отъехал, тогда на трансмиссии максимальная маневрируемость или на передних колесах только можно будет грузить. Вот в таком положении на крабовых колесах, на крабовом ходу ни в коем случае не грузите, потому что можно будет опрокинуться, устойчивость машины теряется, и даже небольшой вес в ковше может опрокинуть машину. Вот так вот точно работать нельзя. Ни в коем случае не работайте как, значит, подъемный механизм на ковше. Есть для него специальная приставка, люлька. Там и полы, и, значит, диэлектрики, все установлено. Работайте с такими вещами. Не поднимайте людей на ковше. Видели, да, машина поймала перегруз и подняла свою заднюю часть. И здесь нет блокировки гидравлики, это очень важно. Мы всегда можем выйти из ситуации, уронив груз, высыпав из нее, из ковша содержимое, тем самым машину стабилизируем. Это тоже очень важно, я считаю. Не надо этого бояться. Всегда, когда идет опрокидывание или что, мы можем работать стрелой и или груз подтянуть на себя, или его скинуть, или что-то с ним сделать, но всегда можем остаться на колесах. Также, ребят, не забываем про технику безопасности. Когда работаем под стрелой, всегда монтируем вот эту красную штуку, которая ограничивает ход цилиндра. Если что-то вдруг с гидравликой, она вам спасет жизнь. Дальше. Есть вот такая вот книжечка, инструкция по эксплуатации. Но если вы ее ленитесь читать, то можете проходить ко мне на канал и смотреть вот такие вот полезные советы. Наверное, эти советы, которых нет в книге. Нюансы, которые у меня накопили за счет опыта. Вот. Всем спасибо, кто меня смотрит. Такие ролики у нас будут как серия. Дальше мы поговорим еще про ремонт GCB. Буду вас рад видеть. Пожалуйста, пишите в комментариях, какие моменты вам еще интереснее. Я соберу эту информацию и сделаю отдельный ролик по вашим комментариям. Всем пока. Рад был всех видеть на моем канале.